Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Привет, 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 песеры, с вами Морж, и рубрика «Вангование» возвращается на мой канал. Конечно, сегодня у нас центральный матч, это Барселона-Бавария, который пройдет на Камп Ноу, и Барселоне дичайше нужна победа. Играю я против своего товарища Андрея, огромное спасибо ему, что он составляет мне пару. Мою Баварию вы видите, его Барселону вы видите, уверен, матч будет жесткий, уверен, матч будет интересный, ну, а я надеюсь, вы с интересом за всем этим посмотрите. Бавария сейчас идет на первом месте в группе, 12 очков, далее идет у нас Интер с 7 очками и Барселона с 4 очками, то есть Барсе победа нужна прям кровь из носа. Но посмотрим, как сыграем мы и как, конечно же, сыграют каталонцы с сегодняшним вечерним матчем. Можешь пока в комментариях написать свое вангование, какой счет будет в этом матче, посмотрим, можешь ли ты предсказывать будущее. Тем временем Де Лихт отдает передачу на Горецку, Горецка пытается подключить Сане на левом фланге, но ошибается с передачей, Левандовский сразу же выскакивает, разворачивается, отдает на Ансу Фати, Павар блокирует удар, и до Нойера мяч не доходит. Тем не менее, Барселона будет подавать угловой. На 5-й минуте вот такой достаточно опасный момент от Барселоны мы наблюдаем. Хорошо, что Павар стал на пути к мячу, потому что проблемы этот удар вызвать мог. Кстати, букмекеры считают фаворитом этого матча Барселону. 2.13 коэффициент на победу Барсы, 3.19 на победу Баварии и на ничью 4.14. Не получается пробить головой, Сане мяч выносит, но его подхватывает Арауха, но ошибается, и Бавария имеет шанс на контратаку, который запарывает Коман плохой передачей. Тем не менее, Барселона тоже не смогла ничего противопоставить в контратаке, снова ошибка от Баварии и мяч у Барсы. Левандовский отдает на Кесье, снова передача на Левандовского, Эрнандес становится на пути к мячу, мяч у Кимиха, Кимих теряет мяч, вот это вот может быть опасно, Кесье пробивает, но Нойер на месте. Да, досадная ошибка от игроков Баварии, и мяч будет вводиться в игру от ворот. Кстати, могу сразу сказать, за Баварию играть достаточно сложно, у них нет сейчас толкового центрального нападающего, я пытался с командой недели поймать Шупомотина, вот, но, к сожалению, он мне не выпал, поэтому Мане играет на центральном нападающем, надеюсь, после ноябрьского обновления какой-то хороший центр-форвард у Баварии появится, возможно, тот же Мане, если ему сменят стиль на ЦН, со стилем охотник за голами, было бы хорошо. Коман по правому флангу прорывается, быстрый Коман, он тоже у меня от команды недели, передает на Забицера, но передача не доходит. Кунде выносит мяч, здесь Левандовский будет бороться, не получается у него сохранить мяч для своей команды, и снова мяч у Баварии. Забицер отдает на Мане, Мане подключает Сане по левому флангу, снова передача, не получается у Мане здесь пробить, вот не хватает такого голеадора, как Левандовский, конечно же, этому составу Баварии. Ну или, возможно, от команды недели кто-нибудь выйдет, допустим, тот же, опять же, Мане, вот как у нас Салах вышел, да, с центральным нападающим и со стилем охотник за голами. Вот точно так же хотелось бы, чтобы Мане от команды недели вышел, ну и, конечно, его еще и поймать, конечно, при этом всем надо. Но хотелось бы. Мане отдает на левый фланг на Сане, начинается забег. Сане у нас тоже быстрый, есть время и пробежать, и развернуться, и подумать. Передача на дальнюю, и Забицер выпрыгивает. Кто его? Кунде, если не ошибаюсь, Кунде не удержал Забицера. На 26-й минуте Бавария открывает счет. Да, вот так вот, центральный полузащитник, вроде 91 рейтинга всего. Ставлю я его на атакующего полузащитника, стиль у него креативный плеймейкер. И именно он вбивает головой мяч в ворота. Само собой, Тер Штеген здесь уже ничего не смог сделать, не смог ни перехватить саму передачу, ну а по пустым воротам, как вы понимаете, попадать достаточно легко. Да, Кунде даже, к сожалению, не выпрыгивал, не поборолся здесь с Забицером, и Бавария выходит вперед. Ну что ж, Андрей сейчас явно будет давить, Барса будет идти вперед, будет открываться, у меня быстрые фланги, а значит я смогу попытаться воспользоваться, собственно, этими пустотами в защите. Но посмотрим, вы сами знаете, PES у нас игра непредсказуема, быть может все что угодно. Де Лихт отдает на Эрнандеса, достаточно опасно, мог здесь быть перехват мяча. Передача на Кимиха в центр, Горецка, идет ошеломительный пас, если честно, нечаянно нажал. Вот, и сразу же пытаемся подключить Комана, Коман догонит мяч, и прорвется, и не попадает в левый угол ворот. Хороший момент, быстроногий Коман просто ракетой улетал, не удерживал его уже защитник, и, к сожалению, в левый угол ворот он не попал. А попал бы, ну, скорее всего, загорелась бы двоечка, и для Барселоны все стало бы, ну, совсем нехорошо, потому что 2 мяча отыграть, а забить еще больше, это, конечно, достаточно проблематично. Коман подхватывает мяч,
сможет... Нет, не смог отдать нормальную передачу. Срезается мяч у Барселоны. Передача на Левандовского, и он один. Тут, конечно, его нужно прессинговать. Хорошо Эрнандес становится на пути к мячу. Да, номинально Эрнандес у меня еще старой версии, который левый защитник, но ставлю его на центрального, потому что, ну а кого ставить на центрального? Упамекана. Ну, он вообще бы, если честно, не вывез. Что-то он мне в 23-й части абсолютно не нравится. Сане разворачивается, дает передачу на Забитцера, уже герой этого матча, уставший, правда. Передача на Мане, ну да, здесь, с одной стороны, кроме передачи, здесь делать нечего, верховой, а с другой стороны, а кто будет головой замыкать? Мане, Коман, ну, такое себе, такое себе. Попытаемся разыграть короткий угловой, почему бы на самом деле и нет. Андрей здесь меня не накрывает, ну и что, по стандарту нет. Мяч летит выше ворот, не залетает в правую девятку, пережал я здесь силой удара, а, конечно, вы помните, в 21-й части такие у нас залетали. Может, конечно, бы и здесь залетело, если бы я не пережал силу удара, слишком уж сильно и слишком выше ворот. Вынос от Тер Штегена, Киммих отдает на правый фланг на Комана. Коман сразу же подключается Забитцера. Здесь я уже свободно достаточно играю флангами. Я понимаю, что именно во флангах моя сила, явно не в центральном нападающем. Снова передача на Комана, легкий наброс. Снова Забитцер старался пробить головой. Мане разворачивается, Мане удар, и Тер Штеген на месте. Блин, вот это вот действительно очень опасный момент. Посмотрите, с какого расстояния Мане пробивал, и Тер Штеген все-таки среагировал. Я думал уже сейчас, ну, второй мяч просто вынимая из ворот, и я бы, конечно, чувствовал себя гораздо более уверенно. Попытаемся вот так вот разыграть угловой. На Павара нет, Ансу Фати становится на пути к мячу и, к сожалению, не дает время Павару, чтобы пробить. Ну что ж, первый тайм у нас заканчивается. 2-2 по ударам у Барселоны, 4-2 по ударам у Баварии, 1-0. Преимущество, мягко говоря, такое очень шаткое. Поменяться все может буквально за 5, 7, 10 минут игрового времени. Поэтому переходим ко второму тайму. Андрей берет паузу, наверное, что-то будет менять, возможно, какие-то перестановки, ну, для замен, по-моему, еще рановато на самом деле. Так, замен у нас и не происходит, скорее всего, просто сменил расстановку игроков, возможно, сменил кому-то позиции, ну, это я, к сожалению, не знаю. Забитцер пытается удержать мяч удержать не получается, Де Йонг его обкрадывает, и мяч уже у Левандовского, который подключает Рафинью по правому флангу. Рафинья дальше дает на Араухо по правому флангу прорывается передача, Горецко нет, Левандовский выпрыгивает, удается ему пробить, но Нойер снова на месте и не пропускает мяча своего бывшего одноклубника. Да, у Барселоны, конечно, сейчас атака смотрится очень-очень сочно по сравнению с атакой Баварии. У Баварии только фланги, у Барселоны и фланги, и центр. К сожалению, такого футболиста, как Левандовский, Бавария потеряла. Очень, на самом деле, жалко. Я не знаю, кем его можно заменить так, чтобы не ощущалась жесткая потеря от центрального нападающего. Посмотрим. Возможно, руководство Баварии кого-то сможет подписать интересного. Передача на Альбу, передача на Левандовского. Да, получается стать на пути мячу Эрнандесу. Не дали пробить Леве, потому что каждый удар от Левы это что-то жесткое. Но я думаю, вы помните прошлый матч Бавария-Барселона. Мой там Лева такое нахрен запулил просто сходу, с разворота, но это было что-то страшное. Коман по правому флангу прорывается, снова пытаемся передачу сделать, нет, не получается. Защита Барселоны справляется, и, к сожалению, передача шла на ближнего игрока, вот если бы шла на дальнего, может быть, что-то хорошее и вышло. Эрнандес пока что надежно прикрывает Левандовского, не дает ему особо пробить, но, тем не менее, Лева может уж решить исход матча реально одним ударом. Коман пытался развернуться, но Альба его обворовывает на мячик, и снова в атаке Барселона. Передача на Педри. Есть у него достаточно много свободного пространства. Я вот как Игорь пытаюсь играть, то есть пытаюсь перекрывать свободные зоны, а прессинговать другим игроком. Вроде как бы получается, но иногда еще теряюсь, не совсем привыкший я к этому всему. Передача на Комана, доходит передача до Комана. Коман, конечно, уже вообще без выносливости, уставший, и Альба спокойно забирает у него мяч плечо в плечо. Да, у Комана корпуса абсолютно нет, у Альбы тоже как бы его нет, но здесь он вполне себе справляется. Коман корпусом прикрыть мяч не смог. Передачи. Есть брак в передаче, Дэвис уже выносит просто мяч, и судя по всему, Сане оказывается в офсайде. Да, не вернулся, к сожалению, Сане, и офсайд здесь явно фиксирует арбитр. Ну что ж, самое время сделать замены. Игроки уже устали, 5 замен у нас. Так, кого мне здесь есть вариант выпускать? Естественно, на правый фланг идет Гнабри. Значит, блин, вот честно, 86-й Шупомотин.
это, конечно, жопа. При том, что он у меня максимально прокачан. Из команды недели можно было взять 92-го, но он мне не выпал. 92-й бы мне здесь, в этом составе, ой, как пригодился. Мюллер выйдет на АПЗ. Кстати, Мюллера, в принципе, на центрального нападающего можно выпускать. Наверное, Мане мы оставим на поле, потому что, ну, а кого еще? Ну и пусть Гравенберг выйдет на центрального полузащитника. В принципе, центр поля нам тоже нужно укреплять. Пока что я веду в счете, да. Отрыв, мягко говоря, крайне слабенький, но тем не менее, нужно в центре поля контролировать мяч. Ошибка от футболистов Барселоны. Мане уже по левому флангу прорывается. Выносливость еще кое-какая есть. Передача на Шупа-Мотинга, но здесь Альба хорошо становится на пути к мячу, и до Шупа-Мотина мяч не дошел. Барселона у нас сейчас в атаке. Передача на Депая. Депай у нас вот вышел от Барселоны. Я бы на самом деле даже уставшего Леву оставлял бы, а не выпускал Депая. Мне кажется, так все-таки посимпатичнее выходит. Мане, передача на Шупа-Мотина. Тот сразу же подключает Гнабри по правому флангу. Передача Мюллер хорошо открывается. Давайте попробуем пробить. Да, угол большой. Но тем не менее, мяч шел в ворота. И Тер Штеген в этом моменте ворота от гола спасает. Не слишком уж прям дико опасный момент. Да, скорее всего, даже другой вратарь бы его брал. Тем не менее, могла бы быть ошибка. Вы сами понимаете, это игра. Кимих, подача с углового. Шупа-Мотин выпрыгивает и попадает в штангу. Да, свеженький Шупа-Мотин. К сожалению, вот первый же свой момент не реализовывает. Если бы летел в угол, хотя хрен его знает, летел бы в угол, возможно, Тер Штеген бы и взял. Вы сами понимаете, тут у нас все, что угодно может быть. Но если бы летел чуть-чуть, да, от штанги в другую сторону, то есть отскакивал не влево, а вправо в ворота, такие голы обычно залетают. Не знаю почему, скорее всего, это скриптово прописано. Ферран Торрес, передача на Депая. Депай подключает Кунде по правому флангу. Сразу же я пытаюсь отводить защитников, пытаюсь перекрывать подачи. Ну, я вообще, если честно, сейчас не понял, что произошло. Вроде Де Лихт четко стоял на пути к мячу. Почему он этот мяч пропускал, я ни хрена не понимаю. И он дает шанс для Дембеле пробить. Да, повезло, мяч не залетает в ворота. Мяч, в принципе, не идет в створ ворот. Но вот поведение Де Лихта в этом моменте для меня остается просто загадкой. 79-я минута у нас уже идет. 11 минут до конца. Пока что единственный мяч, забитый в первом тайме за Битцером. Но при этом моменты были и у Барселоны, и у Баварии. Тут и вратари тащили, и где-то просто не везло. Ферран Торрес подключает Кунде. Нет, Дэвис становится на пути к мячу. Вовремя я его отвожу. И аут, сброс на Гави. Тут Мюллер уже у нас отрабатывает защиту. Передача на Шупа-Мотинга. Ну и Мане он уставший. Давай попробуем подключить. Нет, Кристенсен, конечно, здесь будет первый на мяче. Попытаемся его попрессинговать, но из этого у нас ничего хорошего не вышло. Де Йонг, передача на правый фланг на Феррана Торреса. Депай, есть время у него и развернуться, и подключить других игроков, но Кимих здесь надежно справляется. Кстати, да, отметьте, что Кимих играет у меня на центральном полузащитнике, а не на опорнике. При этом, вот, побежали фланги Баварии. Гнабри будет первый на мяче, есть время развернуться, есть время подключить, но снова Альба. Давайте отметим, второй раз уже Альба буквально за полсекунды до нужного момента становится на пути к мячу, и до Шупа-Мотина мяч не доходит. Передача на правый фланг, центр, Депай. Последняя атака Барселоны, скорее всего, 3 минуты у нас добавил арбитр. Кунде на правом фланге, и здесь, скорее всего, как мне кажется, Андрей просто нечаянно пережал удар и не смог его, не успел его отменить. Тут нужно, конечно же, было прорываться. Итого, с минимальным преимуществом побеждает у нас Бавария. По ударам, в принципе, мне кажется, там все было относительно равно. Давайте смотреть статистику. 6-3, да, по ударам у Баварии, 5-4 по ударам у Барселоны. Где-то просто мне повезло, честно скажу, больше. И Нойер тащил, и с другой стороны, где-то мне не повезло, когда мои игроки не попадали в ворота Тер Штегена. Что ж, матч, как по мне, получился потный, достаточно яркий, в принципе. Мне комментировать его и играть, и комментировать было его вполне себе в кайф. Я надеюсь, вам в кайф все это дело смотреть. Полезные ссылочки, ребят, как всегда, в описании, в закрепленном комментарии. Конечно же, ждем вечера, посмотрим, как эти господа сыграют в реальной жизни. Я уверен, матч будет интересный, матч будет потный, и Барселона будет выходить как на последний бой. Им очень нужны эти 3 очка. Так что, надеюсь на хороший футбольный вечер. Чего и вам желаю. На этом, ребят, прощаюсь. Свое вангование матча в реальности пишите в комментариях, с удовольствием почитаю. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.